В одном царстве жил дровосек. Никого у него не было, только дочь, да и та с косыми глазами. Как-то дровосек пошел в лес и встретил дервиша. «Отец, — сказал дервиш, — не ходи сегодня рубить дрова, а погуляй со мной. Я дам тебе за это золотой». Дровосеку не хотелось гулять с дервишем, но обещанный золотой изменил его желание, и они вместе пошли в лес. Бродя по лесу, они вдруг увидели пригорок. «Отец, — попросил дервиш, — возьми меня на спину и поднимись на пригорок, а потом я тебя понесу. Как же мне поднять тебя с твоим огромным плащом и огромной чалмой?» – ответил дровосек. Продолжая свой путь, они встретили похоронное шествие. «Как ты думаешь, в гробу лежит живой человек или покойник?» – спросил дервиш, а дровосек удивился. «Разве живых кладут в гроб?» Вечером дровосек вернулся домой. Дочь стала его расспрашивать, где он был, что делал. Дровосек рассказал все, что с ним случилось. Рассказал он о том, как дервиш предложил взять его на спину и нести на пригорок, но тут дочь перебила его. «Отец, ты не понял слова дервиша. Он хотел сказать: давай взберемся на этот холм с шутками и весельем. На дороге мы встретили покойника», – продолжал дровосек. И дервиш спросил: «В гробу лежит покойник или живой человек?» «Ах, отец!» – опять перебила его дочь. Он не это хотел сказать. Он хотел узнать, богатым или бедным человеком был покойник. Утром девушка сделала яичницу из 10 яиц, отдала отцу каравай хлеба и велела отнести все это дервишу. Дровосек послушался дочери, но, придя в лес, подумал: «Неужели я отдам все яйца этому грязному дервишу?» Сказав так, он открыл крышку котелка, съел половину яичницы, потом накрыл котелок и стал ждать дервиша. Когда тот пришел, дровосек поставил перед ним котелок, предложив: «Возьми, это принесла тебе моя дочь. Внизу веет теплый ветер, а вверху бушует буря. Месяц убывает, а день прибывает», – сказал дервиш, сняв крышку. Дровосек не понял его слов и, вернувшись вечером домой, попросил дочь открыть ему смысл речей дервиша. Дочь улыбнулась. «Отец, он хотел сказать, что ты съел половину яичницы. Давай-ка позовем его сегодня поужинать с нами». Дровосек пригласил дервиша. Когда мужчины ужинали, девушка смотрела на них через полуоткрытую дверь. Дервиш заметил это и, намекая на косые глаза девушки, сказал дровосеку: «Дом-то у вас хорош, да трубы кривые». «Пусть кривые, но дым через них идет прямо вверх», – смело сказала девушка. Ее ответ понравился дервишу, и он стал просить дровосека отдать ему дочь в жены. Дровосек согласился. А этот дервиш, оказывается, был падишахом. Сменив свой царский наряд на одежду дервиша, он бродил по свету. После свадьбы он несколько месяцев прожил в доме дровосека, а потом затосковал по своему дворцу. «Жена моя, — сказал он однажды дочери дровосека, — я еду на родину. Если у тебя родится сын, то надень ему этот амулет на руку и отошли его ко мне. Если же родится дочь, то продай амулет и купи ей приданое». Сделав такое наставление, он покинул дом дровосека. Много времени прошло или мало, только у женщины родился сын, и назвали его Гек, что значит «небесный». Когда мальчику исполнилось 16 лет, товарищи на улице стали дразнить его. Ребенок часто спрашивал мать: «Почему у меня нет отца?» И каждый раз мать указывала ему на своего собственного отца. И мальчик говорил, что дед и в самом деле его отец. Бедная женщина наконец все-таки отослала сына к падишаху, надела ему на руку амулет и отправила его к отцу, который, узнав, что сын пустился в путь, приказал устроить по всей стране пышные празднества.
Один проходимец Кириоглан, проведав об этом, пошел встречать Гека и, увидев его, сказал: «Меня послал к тебе твой отец. Ты должен омыться водой из этого колодца. Если ты не выполнишь повеление, то умрешь». Обвязал он юношу веревкой и опустил его в колодец. Мальчик набрал воды и попросил вытащить его наверх, а проходимец говорит: «Я оставлю тебя в колодце. Но почему? Если ты согласишься, чтобы я вместо тебя был наследником престола, а ты станешь у меня конюхом, тогда я вытащу тебя из колодца и спасу от смерти». «О, спаси меня! Я на все согласен. Клянусь Аллахом, я ничего не скажу отцу», – взмолился Шахзаде. «Поклянись, что даже под угрозой смерти, даже стоя перед палачом, ты не откроешь тайны». Потом проходимец облачился в одежду юноши, а ему отдал свою. Когда они пришли в город, падишах не взлюбил своего сына, но почему-то очень привязался к его конюху. «Сын мой, – сказал падишах, – не хочешь ли ты, чтобы конюх жил вместе с тобой во дворце?» «Нет, отец, пусть он спит в конюшне, охраняет моего коня». Что было делать падишаху? Пришлось согласиться. Однажды проходимец пришел к падишаху и попросил его: «Отец, повели отлить мне меч из золота». Падишах выполнил просьбу сына. Проходимец, играя мечом, часто попадал им по голове Гека. Однажды он, как обычно, играл своим мечом и угодил им по кувшину старой женщины, набиравшей воду у источника. «Эх, молодец, – говорила женщина, – что я могу сказать? Ведь ты сын падишаха. Желаю я тебе только, чтобы ты безумно влюбился в Дильруба Султан золотую ножку». Проходимец, услышав ее слова, упал на землю и притворился, будто потерял сознание. К нему сразу подбежали и привели его в чувство. Открыв глаза, мошенник стал кричать: «Отец, пусть мой конюх пойдет и приведет ко мне Дильруба Султан золотую ножку». «Сын мой, ты ума лишился? Много раз я ходил на ее царство войной, но не смог взять ее». «Нет, он должен пойти и привести Дильруба», – настаивал мошенник. Падишах снарядил корабль, назначил Гека капитаном и послал его в дальние края. В пути Гек услышал, как матросы кричат: «Лови, лови же! Неужели ты не можешь ее поймать?» Гек подошел к ним и спросил: «Что вы делаете?» «Ловим рыбу», – ответил один из матросов. «Оставьте ее, на что она вам?» Спасенная им рыба выпрыгнула из воды и сказала: «В награду проси у меня все, чего хочешь». «Чего мне просить у рыбы?» – говорит Гек. Но рыба сорвала с себя 3 чешуйки и отдала их юноше со словами: «Когда пойдет беда на твою голову, потри одну чешуйку, а другую». Юноша взял чешуйки и спрятал их. Через несколько дней, когда Гек спал на палубе, он услышал шорох, оглянулся и увидел огромного дракона. Выхватил он свой меч, убил дракона и снова улегся спать. Вдруг он услышал шелест крыльев и увидел изумрудную птицу Феникс, которая сказала: «Проси у меня все, чего хочешь». «Чего мне просить у птицы?» Птица Феникс дала ему 3 перышка. «Когда попадешь в беду, потри их одно, а другое». Прошло еще несколько дней, и корабль почему-то вдруг остановился, будто наткнулся на что-то. Юноша пошел на нос и увидел перед судном волшебника Юнус-Баба, который превратился в огромную рыбу. «Сын мой, – сказал Юнус-Баба, – по пути во дворец Дильруба Султан ты увидишь стены крепости, сложенные из отрубленных голов. Войдя во дворец, ты увидишь палачей,
которые, выстроившись в два ряда, будут кричать: «Бахши, бахши!» Ты отвечай им: «Дам, когда буду возвращаться». После этого попадешь на лестницу и поднимешься по ней, перешагивая через ступеньку. Так ты попадешь к Дильруба, и она тебя спросит: «Зачем пришел?» Ты ответишь: «Я пришел, чтобы увести тебя, моя красавица. А теперь возьми 2 моих волоска, и когда тебя настигнет беда, свяжи их вместе». Юнус-баба исчез, и судно наконец достигло берега. Все, кто был на корабле, сошли на землю и направились к дворцу. Как и обещал Юнус-баба, вдали показалась крепость, за стеной которой виднелся дворец. Как только вошли они во дворец, палачи стали кричать: «Бахшиш, бахшиш!» Молодец отвечал им: «Дам, когда буду возвращаться». Он поднялся по лестнице, перескакивая через ступени, и дошел к Дильруба Султан, которая сидела под 40 покрывалами. «Ты зачем пришел, осел?» – спросила она. «Чтобы увести тебя, моя красавица». Дильруба Султан, золотая ножка, хлопнула в ладоши и приказала вошедшим слугам: «Заприте его в каменную темницу». Утром к Геку пришел слуга, дал ему арбузную корку, осколок блюда, кусок железа и сказал: «Из корки сделай арбуз, разбитое блюдо преврати в целое, а из куска железа выкуй нож. Когда все исполнишь, Дильруба станет твоей». Слуга ушел. Юноша думал, гадал и, наконец, вспомнил слова Юнус-баба. Связал он подаренные волоски, и Юнус-баба предстал перед ним. «Ну, сын мой, что у тебя за горе?» Шахзаде рассказал все и спросил: «Как я могу выполнить повеление?» Не успел Юнус-баба провести рукой по корке, как она превратилась в арбуз. Провел по осколку и сотворил блюдо. Прикоснулся к железу, и стало оно ножом. Сделав все это, Юнус-баба исчез. Юноша разрезал арбуз, положил его на блюдо и пошел к Дильруба Султан, а та сразу закричала: «Это не считается, не считается!» Хлопнула в ладоши, призвала слуг и приказала им: «Бросьте молодца в каменную темницу». Наутро к юноше опять пришел слуга. «Недалеко отсюда есть высокая гора. Завтра на рассвете ты пойдешь туда, и если доберешься до вершины горы раньше, чем Дильруба Султан, наберешь хворосту и сваришь кофе, то она станет твоей». Слуга удалился. Гек связал волоски, и когда перед ним появился Юнус-баба, рассказал ему все. «Завтра тебе дадут старого шелудивого мула, а под Дильруба Султан будет красивый быстроногий конь. Возьми мой хлыст и незаметно стегни им мула». Сказав так, Юнус-баба исчез. Когда наступило утро, Геку дали мула, который он украдкой ударил хлыстом. Мул помчался быстро, как молния. Добравшись до вершины горы, юноша мигом набрал хворосту и сварил кофе. Не успел он разлить кофе в чашке, как перед ним появилась Дильруба Султан и опять закричала: «Это не считается, не считается! Вот если ты помоешь чашки, сложишь их в корзину и раньше меня приедешь во дворец, тогда я на все согласна». Юноша сделал все, как она велела. Ударил мула хлыстом и в один миг очутился во дворце. И на этот раз своенравная девушка заявила, что это не считается, и приказала заточить юношу в темницу. Наутро к нему снова пришел слуга. «Когда нашей госпоже было 5 лет, — начал он, — она уронила в море перстень. Пойди и немедленно отыщи его». Тут Гек вспомнил о рыбе, которую спас. Он потер чешуйки, подаренные ею, и она тут же предстала перед ним. «Что прикажешь?» – спросила рыба. Перстень Дильруба Султан упал в море.
найди его». Рыба скрылась под водой и скоро вернулась, держа во рту перстень. Юноша взял его и отнес Дильруба Султан. Она же снова начала твердить: «Это не считается, не считается. Ответь-ка, что сказала султанша Гюль султанше Гюлю? И почему Гюлю рассердилась на Гюль? Если отгадаешь мою загадку, все будет так, как ты хочешь». Гек подумал и вспомнил про изумрудную птицу Феникс. Потер одно о другое перья, подаренные ею. Птица Феникс прилетела, и юноша рассказал ей о своем горе. «Завтра, — сказала птица, — возьми с собой веревку и жди меня у подножия вон той горы». Утром юноша пошел к подножию горы и стал ждать птицу Феникс. Когда она прилетела, юноша сел ей на спину, и они полетели на вершину горы к колодцу. «В этом колодце, — сказала птица Феникс, — живет Див. Около его дома стоят 2 птичьих клетки. Там же ты найдешь райские яблоки и райское вино. Если злого Дива нет дома, то забирай все и крикни мне: тяни». Юноша обвязался веревкой, спустился в колодец, а Дива дома не было. Гек схватил клетки, райские яблоки, райское вино и крикнул: «Тяни». Изумрудная птица Феникс вытащила его из колодца. Он поехал во дворец, предстал перед Дильруба Султан и показал ей клетки с птицами. Тут красавица и сказала: «Вот теперь я согласна». Оказывается, в одной клетке сидела султанша Гюль, а в другой – Гюлю Султан, сестры Дильруба. Они были заколдованы и, поссорившись, превратились в птиц. Как только им дали глотнуть райского вина и понюхать райских яблок, они стали девушками прекрасными, будто газели. Гек жил в волшебном дворце еще несколько месяцев, а потом вместе с девушками отправился в путь. Когда они прибыли во дворец падишаха, мошенник, увидя красавиц, от радости чуть не сошел с ума и закричал: «Я просил привести мне одну девушку, а он привез сразу 3». Проходимец стал готовиться к свадьбе. Он хотел жениться сразу на всех 3 девушках, но девушки разом сказали: «Мы хотим выйти замуж только за Гека». Дильруба Султан, золотая ножка, так учила своих сестер: «Вы не печальтесь, ведь когда мошенник в первую брачную ночь зайдет в наши покои, то сперва будет совершать намаз, а тут-то мы надаем ему пинков и выставим за дверь». Проходимец сначала вошел в покои Дильруба. Когда жених совершил намаз, Дильруба ударила его ногой и вышвырнула за дверь. Сначала он заплакал, а потом подумал и сказал сам себе: «И чего я разревелся, ведь у меня еще 2 невесты остались». Думая так, он отправился в комнату к Гюлю Султан, которая тоже ему дала хорошего пинка. Ее сестра обошлась с ним точно так же. «Вы отвергаете меня и хотите выйти замуж за моего конюха? Коли так, казнить конюха», – повелел мошенник. Гека передали в руки палачей, и те отрубили ему голову. «Отдайте нам труп мужа, отдайте!» – умоляли все 3 девушки. «Ну что ж, пусть они возьмут труп, посмотрим, что они с ним будут делать», – усмехнулся проходимец. Девушки взяли труп и пролили райское вино на отрубленную голову юноши. Голова сразу приросла к телу. Потом ему дали понюхать райские яблоки. Юноша чихнул 3 и ожил. Узнал об этом мошенник и сказал: «Видно, плохо его казнили. Казнить снова». Палачи схватили юношу и поволокли на плаху, а падишах выглянул в окно. Тут Гек засучил рукав и показал ему амулет. «Остановитесь!» – закричал падишах и велел привести к нему юношу. Шахзаде рассказал отцу все, что с ним случилось.
Падишах приказал привязать мошенника к столбам 2 деревьев и обратился к народу. Каждый человек, который пройдет мимо, должен вырвать кусок мяса из тела этого негодяя. Народ выполнил повеление, и мошенник умер в страшных муках. А сын падишаха Гек женился на 3 девушках, и свадьба продолжалась 40 дней и 40 ночей. Они достигли всего, что желали, а мы будем довольны и тем, что они счастливы. С неба упали 3 яблока. Одно тому, кто рассказывает, другое тому, кто слушает, а 3 тому, кто записывает. Аудиорассказы от Эдемы Илай.